Когда семья Джонсона решила усыновить маленького щенка, они даже не могли представить, насколько крепкой будет связь между этим пушистым созданием и их новорожденным сыном. Их 3-месячный малыш Джоуи был центром их вселенной, и они были уверены, что ничто не сможет затмить их радость от его появления. Однако вскоре они стали свидетелями удивительной сцены, которая навсегда останется в их памяти. Однажды, когда Джоуи мирно спал в своей кроватке, щенок, которого они назвали Бенни, проявил свою удивительную привязанность к ребенку. Это было нечто потрясающее. Щенок тихо забрался к нему в кроватку и, свернувшись клубочком рядом с малышом, стал охранять его сон. Мистер и миссис Джонсон, увидев эту трогательную картину, не могли сдержать улыбок. Их сердца наполнились теплом, и они поняли, что сделали правильный выбор, решив взять щенка в свою семью. В тот момент они осознали, что между животными и людьми может возникнуть удивительная связь, способная приносить радость и утешение. Если бы кто-то сказал Джонсонам, что всего через 3 месяца после рождения их сына они станут свидетелями такой трогательной сцены, они бы, вероятно, удивились. Они были уверены, что их маленький Джоуи не должен оставаться наедине с кем-то, кроме них. Но жизнь иногда готовит неожиданные сюрпризы, и этот случай стал одним из таких моментов. Когда семья вернулась домой из больницы, они были полны счастья. Их день казался идеальным, и они не могли дождаться, чтобы начать новую главу в своей жизни. Однако судьба решила внести свои коррективы. Проезжая по тихой пригородной дороге, миссис Джонсон неожиданно заметила что-то странное впереди. Это была маленькая фигурка, лежащая посреди улицы. Сначала мистер Джонсон не обратил на это внимания, полагая, что его жена просто устала и видит несуществующее. Но настойчивость миссис Джонсон убедила его остановиться и проверить, что же происходит. Когда они подъехали ближе, мистер Джонсон увидел крошечное тельце, дрожащее от холода. Это был щенок, который явно нуждался в помощи. Мистер Джонсон быстро вышел из машины. Его сердце забилось быстрее. Он понимал, что не каждый день встречаешь беззащитное животное на дороге, и, подойдя ближе, увидел, в каком состоянии находился щенок. Он был грязным, с растрепанной шерстью и с явными признаками страха в глазах. Мистер Джонсон не мог оставить его там, на произвол судьбы. Он аккуратно поднял щенка на руки и вернулся к машине. Миссис Джонсон, увидев, как ее муж заботливо держит щенка, почувствовала, как ее сердце наполнилось состраданием. Они оба понимали, что этот маленький комок шерсти нуждается в них. Они решили, что не могут оставить его на улице, и несмотря на то, что у них уже был маленький сын, они приняли решение взять щенка с собой. Это было не просто решение, это было проявление любви и заботы, которые они хотели передать своему ребенку. Когда они вернулись домой, их маленькая семья стала еще больше. Бенни быстро адаптировался к новому окружению и, кажется, сразу же влюбился в Джоуи. Каждый раз, когда малыш начинал плакать, щенок подбегал к нему и пытался его утешить, лизал его ручки и щечки. Джонсоны были поражены тем, как быстро между ними завязалась дружба. Их дом наполнился радостью и смехом, когда Джоуи и Бенни вместе исследовали окружающий мир. С каждым днем связь между Джоуи и Бенни становилась все крепче. Они вместе играли, спали и даже делили свои маленькие секреты. Мистер и миссис Джонсон наблюдали, как их сын с каждым днем становится более уверенным и счастливым, а щенок, в свою очередь, становился все более преданным и любящим. Это был настоящий пример того, как животные могут обогащать нашу жизнь и приносить радость. Джонсоны понимали, что их решение взять щенка было одним из лучших в их жизни. Они не только спасли Бенни, но и подарили своему сыну настоящего друга, который будет рядом с ним на протяжении многих лет. Каждый вечер, когда вся семья собиралась вместе, они чувствовали, что их дом наполняется любовью и счастьем. С каждым днем их связь становилась только крепче, и они были благодарны судьбе за тот случайный момент, который изменил их жизнь к лучшему. Когда миссис Джонсон с ее теплым и ободряющим голосом произнесла несколько слов, в сердце молодой семьи разлилась радость. Этот голос стал для них символом надежды и нового начала. Они долго ждали, когда смогут забрать своего щенка,
и теперь этот момент настал. Счастливый щенок, которого они назвали Келли, был помещен в переноску, и вся семья с нетерпением направилась домой. В машине Келли радостно тявкала, словно пыталась выразить всю свою счастье и благодарность за то, что ее спасли. Это был не просто щенок, это был новый член семьи, который, казалось, заполнил собой ту пустоту, которая образовалась после появления их новорожденного сына, Джоуи. Однако, несмотря на всеобъемлющее волнение и радость от нового приобретения, Джонсонам не стоило забывать о том, что с рождением как ребенка, так и щенка их жизнь стала гораздо более сложной. Они понимали, что их обязанности теперь удвоились. Уход за новорожденным требует огромного терпения и времени, а щенок, хоть и милый, тоже нуждается в внимании, заботе и любви. Это была настоящая проверка на прочность для всей семьи. Но, несмотря на все трудности, Джонсоны были полны решимости справиться с этой новой реальностью. Каждый день они старались находить время для обоих своих детей. По очереди они заботились о Келли, чтобы она чувствовала себя любимой и защищенной. Это требовало от них много сил, но они были готовы на все ради счастья своих близких. В ответ на их заботу Келли отвечала им своей преданностью и нежностью. Она быстро привязалась к Джонсонам, и вскоре они заметили, что щенок стал гораздо более уверенным в себе. Ее любимое место для сна оказалось на ногах мистера Джонсона или в его пустом тапочке, что вызывало у них улыбку. Это было трогательное зрелище. Маленькая хрупкая собачка, уютно устроившаяся среди членов своей новой семьи. С течением времени, благодаря постоянному уходу и любви, Келли постепенно восстанавливала свои силы. Каждый день она становилась все более энергичной и игривой, превращаясь из истощенного щенка в настоящего компаньона. Их совместные прогулки по парку, игры с мячом и просто время, проведенное вместе, стали неотъемлемой частью жизни Джонсонов. Келли, когда-то напуганная и неуверенная, теперь с радостью бегала по двору, ее глаза светились счастьем. Это было удивительное превращение, и Джонсоны с гордостью наблюдали за тем, как их щенок расцветает. Несмотря на бессонные ночи, когда они поднимались к Джоуи, который требовал внимания, и на постоянные заботы о Келли, Джонсоны находили огромное удовлетворение в том, что делают. Они понимали, что их усилия не напрасны. Каждый момент, проведенный вместе, сближал их как семью. Они часто мечтали о будущем, представляя себе, как их жизнь будет выглядеть через несколько лет. Возможно, они видели себя в парке, где Джоуи, уже подросший, будет играть с Келли, а вокруг будет царить атмосфера счастья и любви. Джонсоны также начали осознавать, что забота о животных — это не только ответственность, но и огромная радость. Келли, с ее игривым характером и безграничной преданностью, стала для них источником вдохновения. Она напоминала им о важности любви и заботы, о том, как важно быть рядом в трудные времена. Каждый раз, когда они смотрели на нее, они понимали, что сделали правильный выбор, когда решили взять ее в свою семью. С каждым днем их связь с Келли становилась все крепче. Она не просто щенок, а настоящий член семьи, который приносил радость и смех в их дом. Они часто устраивали семейные вечера, где Келли была в центре внимания, играя и забавляя всех своим озорным поведением. Джонсоны также начали изучать различные методы дрессировки, чтобы помочь Келли стать более послушной и уверенной в себе. Они записались на курсы, где обучались, как правильно взаимодействовать с животными, и это только укрепило их связь. Сложности, с которыми они сталкивались, были неотъемлемой частью их новой жизни. Но каждая трудность лишь добавляла им сил и уверенности. Они научились работать в команде, поддерживая друг друга в моменты усталости и тревоги. Это сделало их семью еще более сплоченной. Джонсоны понимали, что настоящая любовь и забота требуют усилий, но они были готовы к этому.
В конце концов, они знали, что все их усилия окупятся, когда их семья станет еще более полной и счастливой. Так в их доме царила атмосфера любви, заботы и взаимопонимания. Келли с ее милой мордочкой и игривым характером стала не просто щенком, а настоящим символом их семейного счастья. Каждый день они радовались тому, что могут делиться своей жизнью с таким преданным и любящим существом, как Келли. И хотя впереди их ждало много испытаний, они были уверены, что вместе справятся со всем, что жизнь им уготовила. Через несколько мгновений оба крепко спали, и эта трогательная сцена растопила сердца Джонсонов. Невинность и забота, проявленные трехмесячным щенком по имени Джоуи по отношению к новорожденному Келли, были настолько трогательными, что словами не передать. Это было совершенно не то, чего они ожидали. Их страхи и тревоги, связанные с тем, как их питомец отреагирует на нового члена семьи, мгновенно рассеялись, уступив место радости и умилению. Джонсонов охватило чувство легкости, когда они наблюдали за тем, как щенок нежно прижимается к малышу, обнимая его своим теплым телом. Сцена была настолько умиротворяющей, что они не могли удержаться от смеха, вспоминая, насколько они были обеспокоены до этого дня. Они, наконец, начали осознавать, о чем все это время говорили их друзья, которые уверяли их, что любовь между животными и детьми бесконечна и чиста. Мистер Джонсон, не в силах сдержать своих эмоций, достал свой телефон и начал записывать этот драгоценный момент. Он хотел запечатлеть суть нежной и безусловной любви, которая возникла между Келли и Джоуи. Потрясенный красотой этого момента, он решил поделиться видео в интернете, желая, чтобы весь мир стал свидетелем этой чистой и трогательной связи. Мистер Джонсон загрузил видео в социальные сети с единственной целью – посеять радость и вдохновение. Он также надеялся, что сможет выступить в защиту животных-спасателей и побудить людей задуматься о том, чтобы усыновлять их, а не покупать. Возможно, если бы больше людей увидели, каким милым и ласковым может быть щенок-спасатель, они бы не колебались, рассматривая свои варианты. К удивлению Джонсонов, видео стало вирусным. Оно привлекло внимание многих пользователей и со скоростью лесного пожара начало распространяться по социальным сетям. Комментарии и восторженные сообщения посыпались, в которых люди отмечали трогательную связь между щенком-спасателем и новорожденным ребенком. Многие были вдохновлены историей Джонсонов. Их тронули сострадание и любовь, которые возникли между этой милой парочкой. Люди делились видео с друзьями и семьями. И вскоре оно стало настоящим хитом. Когда видео стало вирусным, оно превратилось в маяк надежды и сострадания. Люди начали делиться своими историями о том, как они усыновили животных и как эти питомцы изменили их жизнь. Мистер Джонсон использовал эту платформу, чтобы повысить осведомленность о важности усыновления домашних животных, рассказывая о том, как много бездомных животных нуждаются в любви и заботе. Он также начал сотрудничать с местными приютами, организуя акции по усыновлению и собирая средства для помощи животным в бедственном положении. Джонсонов вдохновила реакция общественности, и они решили, что хотят сделать еще больше. Они начали проводить мероприятия в своем районе, приглашая людей прийти и познакомиться с бездомными животными, которые искали новый дом. Они организовали дни открытых дверей в приютах, где люди могли не только увидеть животных, но и пообщаться с ними, чтобы понять, какой питомец подходит именно им. Джонсонов также начали делиться советами о том, как правильно ухаживать за питомцем и как важно не только усыновить, но и заботиться о нем на протяжении всей жизни. Со временем их усилия начали приносить плоды. В их районе значительно увеличилось количество усыновлений, и многие люди начали осознавать, что спасение животного — это не просто акт доброты, но и возможность обрести верного друга. Джонсонов стали местными героями, и их история вдохновила многих людей по всему миру. Они получили множество благодарностей от тех, кто усыновил животных после просмотра их видео.
Так, из одной трогательной сцены, запечатленной на видео, родилась настоящая волна перемен, которая затронула жизни многих людей и животных. Джонсонов поняли, что их маленькое семейное счастье может стать началом чего-то большего. Движение за спасение животных и поддержку усыновления. Они продолжали делиться своими историями и вдохновлять других делать добро. Ведь именно такие моменты, как тот, когда Джоуи нежно прижимался к Келли, показывают, как важна любовь и забота в нашем мире.